Сегодня вы увидите то, чего точно не ожидали от обычного меда. Вот здесь сотни живых нематод, которые вечно мечутся как сумасшедшие. А вот тут капля меда. И сейчас мы узнаем, сладкая это жизнь или сладкая смерть. Всем привет, я Виктор, и вы на канале Под микроскопом. Месте, где мы заглядываем в такие мелочи, что иногда кажется, будто смотрим на другую вселенную. Сегодня я покажу вам эксперимент, который я давно хотел провести. Что делает обычный мед живыми нематодами? Скажу честно, результат меня удивил. И думаю, удивит и вас. Усаживайтесь поудобнее, потому что у нас будет и сладко, и страшно, и очень красиво под микроскопом. У меня в капле воды живет целая толпа нематод. Не десяток, не 20, а реально сотня. Мелкие, большие, толстенькие, длинные, полный набор. Есть даже нематоды с яйцами внутри, так сказать, семейные пары, которые явно никуда не торопятся. Если вы впервые видите нематоду под микроскопом, они выглядят как мини-змейки, только размером в 1 мм, или меньше, или больше, ползают быстро, как будто им заплатили за каждое движение. У некоторых такое чувство, будто они пытаются выиграть марафон, хотя никто их не гонит. И вот, чтобы узнать, насколько они выносливые, я решил дать им микросладость – мед. Капаю первую маленькую каплю меда рядом с водой. И что вы думаете? Между медом и водой возникает настоящая стена. Это не магия, это физика. Мед очень густой, очень плотный и не любит смешиваться. Это как две страны, между которыми большая бетонная граница. Проходят секунды две, и все. Граница рушится. Мед медленно, уверенно, как золотая лава, начинает растекаться в воду. И тут первый смешной момент. Между медом и нематодами оказалась тонкая палочка, мусоринка. Мед давит на нее сбоку, а палочка, как маленький щит, отталкивает мед и защищает нематод. Как будто мини-баррикада в микромире. Но не всем повезло. Одна нематода стояла чуть в стороне и попала под первый медовый удар. И сразу видно, ей плохо. Она будто прилипла к густоте. Движения слабые, медленные. Через 4 минуты все, не двигается. Я тогда думал, может она просто прилегла, на сладенькое. Но нет, судя по позе, это был финал. Даю еще одну каплю меда. Опять эта красивая стена между жидкостями. Опять медленный прорыв, но теперь между медом и нематодами нет никакой палочки. Никакого спасателя. Мед заходит в каплю как царь, широко, уверенно и сразу вглубь, прямо к нематодам. И тут начинается шоу. Одна нематода приблизилась к краю меда, вдохнула аромат и застыла. Прямо на пару секунд, будто задумалась, так, что-то здесь слишком сладко. Потом резко приходит в себя и начинает извиваться. И не просто так, она делает идеальную восьмерку. Реально будто маленькая змейка, которая решила показать свои танцевальные навыки перед камерой. Но это обман. Потом объясню. После минуты красивого танца все, лежит неподвижно. И вот в кадре появляется следующая нематода. Но она не идет, она влетает в мед, как будто услышала «бесплатно» и побежала первой. И тащит за собой еще и младшую крошечную. Думаю, решила, что одна сладость. Не, давай с подружкой. Обе перебарахтали секунды 40 и выключились. И так почти со всеми. Мед поглощает, замедляет, нейтрализует. Никто не сопротивляется дольше пару минут. Теперь самый жесткий эксперимент. Я беру каплю меда и капаю прямо сверху на группу нематод. И это прямое попадание. Капля накрывает их полностью. И что происходит? Все нематоды, которые оказались под каплей, перестают двигаться за минуты. Почему так быстро? Потому что тут работает двойной удар. Мед давит физически, он тяжелый и густой. Мед перекрывает доступ кислорода. И плюс вытягивает воду из клеток. Это как одновременно утонуть, задохнуться и высохнуть. Для микроорганизма без шанса. Выбираю одну нематоду, которая осталась жива внутри чистого меда. Она двигается очень красиво, плавно, медленно.
как в замедленной съемке. Выглядит она как маленькая змейка, но это иллюзия. Змея умеет изгибаться в стороны вверх-вниз, благодаря позвоночнику и боковыми мышцами. Нематода нет, у нее всего один вид мышц – продольный. Поэтому она может гнуться только в одной плоскости – вверх и вниз. И ее движение – это как если бы вы могли шевелить только одной мышцей. Но в обычной воде она двигается так быстро, что мы этого не замечаем. В меде же все видно идеально. Сладкое замедление раскрывает всю механику ее тела. И тут я заметил кое-что интересное. У некоторых нематод в меде появляется маленький шип на голове. Многие бы сказали, что это язык. Но у нематод нет языка. То, что вылезает, это часть ротового аппарата. Очень маленькая, очень тонкая иголочка или трубочка. В обычной воде она спрятана, но когда мед начинает вытягивать воду, внутреннее давление в теле падает, и эта часть выдвигается наружу. Выходит так, мед не только обездвиживает их, не только лишает воды, он еще и раскрывает то, что обычно скрыто внутри. Зрелище необычное, выглядит прям как будто у них вырос язык, но это просто мед делает свое дело. Смотрим на тело нематод через несколько минут. Они уже не гладкие, не ровные, они сморщились, буквально сжались внутрь. Это называется плазмолиз, когда клетки теряют воду и скукоживаются, точно так же, как виноград превращается в изюм. Только нематоды превращаются, в сухие ниточки. Даже яйца внутри перестали двигаться, почти все. Одно пыталось держаться до последнего, но и оно сдалось. И даже та единственная нематода, которая выжила дольше других, тоже с язычком наружу, по итоге умерла. Теперь давайте подумаем, почему же мед так эффективен. Причин несколько. Он тянет воду из организма, обезвоживание. Он густой, движение почти невозможное. Он перекрывает кислород, удушение. Он содержит вещества, которые подавляют микробы. И вместе это смертельный коктейль. Для человека мед вкусный, для микросущества это биологический цемент. Итак, что мы узнали сегодня? Мед полностью уничтожает нематод за минуты. Даже яйца внутри будущих нематод перестали жить. Движение в меде становится идеально видно. Мед раскрывает скрытые части их тела. Никто не выжил, даже самые крупные. Мед – удивительная штука. Для нас сладость, для них моментальная гибель. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам нравится, как я показываю микромир, обязательно поддержите лайком. Это помогает продвигать канал и мотивирует меня делать новые эксперименты. Подписывайтесь на канал под микроскопом, чтобы не пропускать новые ролики. У меня уже есть идеи, что испытать дальше, и я уверен, что будет очень интересно. До встречи в следующем видео. С вами был Виктор. Не переключайтесь. Дальше будет еще страннее и красивее. Пока-пока.